Приветствую вас, друзья! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. 1 июля в округе Ило в штате Калифорния произошел мощный взрыв на складе фейерверков, расположенном недалеко от города Эспарта, примерно в 48 километрах к северо-западу от Сакраменто. После взрыва начался масштабный пожар, сопровождавшийся многочисленными детонациями пиротехники, что привело к образованию огромного столба дыма высотой от 3 до 4,5 километров. Местные жители сообщали о сильных толчках, напоминающих землетрясение, и звоне стекол в окнах. Офис шерифа округа Ило объявил эвакуацию в радиусе около 2 километров от места происшествия, включая небольшой населенный пункт Мэдисон. Несколько улиц были перекрыты, пожарные и спасательные службы рекомендовали избегать район из-за опасности повторных взрывов. Тушение пожара было признано невозможным, поэтому власти приняли решение ждать естественного завершения горения. Причина взрыва пока остается неизвестной. Информация о жертвах противоречива, официальных данных о погибших или пострадавших нет, однако некоторые источники сообщают о пропавшем без вести молодом мужчине, который, возможно, находился в здании во время взрыва. Также есть сообщения об уничтожении нескольких зданий, включая 2 жилых дома, но точных подтверждений этому нет. В Санкт-Петербурге руку 4-летнего ребенка затянуло в досмотровый аппарат на Московском вокзале. Мальчик с мамой проходил досмотр при входе, а затем решил самостоятельно забрать свои вещи с ленты. Его рука застряла между полотном и валиками, машина затянула конечность малыша. В транспортной прокуратуре, которая занялась инцидентом, уточнили, что ребенок получил травмы. По данным СМИ, все обошлось без переломов, но ушибы серьезные, понадобилась медицинская помощь. 1 июля мощный шторм с порывами ветра до 110-112 км в час обрушился на долину Лас-Вегаса, в штате Невада, вызвав значительные разрушения. По данным энергооператора Nevada Energy, около 50 опор линий электропередач были повреждены, что привело к массовым отключениям электроэнергии. На пике отключений, около 19 часов во вторник, без электричества остались более 33 тысяч клиентов. Основные повреждения затронули восточную и центральную части Лас-Вегаса, включая улицы Тропикана, Маклеод и Пекас. Шторм сопровождался пыльной бурей и грозами, что привело к падению деревьев, фонарных столбов и даже светофоров. Nevada Energy сообщила, что около 60 опор требуют замены, и ремонтные работы могут затянуться до пятницы. Для ускорения восстановительных работ были привлечены дополнительные бригады. Округ Кларк и местные службы открыли эвакуационный центр для нуждающихся. 2 июля через Цанчжоу, крупный город в провинции Хэбэй, прошел мощный торнадо. Это редкое для региона явление вызвало значительные разрушения, особенно в промышленных и густонаселенных районах. СМИ сообщают о разрушенных складах, поврежденных автомобилях и как минимум одном снесенном жилом доме. По предварительным данным, торнадо привел к гибели 2 человек и травмам нескольких других, но эти цифры пока не подтверждены официально. Сообщается, что торнадо развился в зоне, затронутой грозами, и не сопровождался предупреждением о торнадо для Цанчжоу от метеорологических служб. В пострадавших районах проводятся спасательные и восстановительные работы, и идет разбор завалов. В селе Чигири Благовещенского района Амурской области 2 июля пронесся небольшой, но разрушительный торнадо. Это редкое для Дальнего Востока России погодное явление вызвало локальные разрушения и удивило местных жителей. Событие произошло после дождя с грозой, а торнадо, по свидетельствам очевидцев, появился и исчез внезапно. На данный момент нет информации о жертвах или пострадавших в результате торнадо. Сообщения указывают, что разрушения ограничились повреждением кровель и мелких построек, а человеческих жертв удалось избежать.
Поздно вечером 2 июля у побережья популярного курортного острова Бали затонул паром, на борту которого находились 65 человек, включая 53 пассажиров и 12 членов экипажа. Паром направлялся из порта Китапанг в Восточной Яве в порт Гилиманук на Бали, это около 50 километров. Через 30 минут после отплытия, в 23 часа 20 минут, экипаж подал сигнал бедствия, после чего судно затонуло. По предварительным данным, причиной крушения стали неблагоприятные погодные условия, включая волны высотой до 2 метров. По данным индонезийских властей, в результате трагедии погибли не менее 4 человек, 23 были спасены, а 38 остаются пропавшими без вести. Спасательные команды продолжают работать в сложных условиях. Поиск пропавших осложняется плохой погодой, операцию планируется продолжать до выяснения судьбы всех пассажиров и членов экипажа. В ночь с 1 на 2 июля на греческом острове Крит в муниципалитете Иерапетра вспыхнул масштабный лесной пожар. Сильный ветер, скорость которого достигала 60-70 км в час, способствовал быстрому распространению огня. К утру 2 июля в тушении пожара участвовали более 155 пожарных, 38 единиц техники, а также вертолеты и самолеты, сбрасывающие воду с воздуха. Огонь угрожал жилым домам и 4 населенным пунктам, что привело к эвакуации жителей и туристов, которых временно разместили в безопасных местах, включая спортивные залы местных школ. На момент 3 июля данных о жертвах нет, но сообщается о людях, пострадавших от вдыхания дыма. Пожар уничтожил значительные участки лесов, оливковые рощи и несколько зданий в районе Иерапетры. Туристическая инфраструктура, включая отели и кемпинги, пострадала минимально. В дополнение к местным силам, из Афин были направлены дополнительные пожарные бригады, строительная техника использовалась для создания противопожарных полос. По данным СМИ, в тушении пожара участвовали и болгарские пожарные, направленные в Грецию в рамках механизма гражданской защиты Евросоюза. Второго июля вулкан Сен-Моэдаке, расположенный на границе префектур Кагасима и Миядзаки, начал извержение, которое сопровождалось выбросом пепла на высоту около 2800 метров. Это событие стало частью продолжающейся активности вулкана, начавшейся с конца марта 2025 года. Японское метеорологическое агентство еще 30 марта 2025 года повысило уровень вулканической тревоги до 3-го уровня из-за роста сейсмической активности вулкана и деформации земной поверхности. После извержения 2 июля уровень тревоги остается на этой же отметке, что означает запрет на посещение района в радиусе 4 км от кратера из-за риска падения крупных вулканических камней и возможных пирокластических потоков. На данный момент нет сообщений о пострадавших или значительных разрушениях инфраструктуры. Власти предупреждают о риске выпадения пепла в западном направлении, что может затронуть префектуры Миядзаки и Кагасима, учитывая направление ветра в регионе. Мощная снежная буря парализовала движение на трассе 27, соединяющей Чили и Аргентину через перевал Пасо-де-лос-Каракалес, известный как один из самых опасных маршрутов в мире. Волна холода сопровождалась сильными ветрами и обильными снегопадами, что сделало передвижение по горным дорогам практически невозможным. Более 200 грузовиков и около 400 человек застряли из-за сильного снегопада и экстремально низких температур. Температура в районе упала до 15 градусов по Цельсию ниже 0. Власти Чили и Аргентины приняли решение закрыть трассу до 7 июля для безопасности, а заодно провести расчистку дорог. Для эвакуации застрявших водителей были направлены спасательные команды. Власти призывают водителей оставаться в кабинах и избегать самостоятельных попыток выбраться до прибытия помощи. Мощный камнепад привел к закрытию 4-полосного туннеля на трассе Манали-Манди в индийском штате Химачал-Прадеш. Трасса, являющаяся частью национального шоссе NH3, соединяет популярный туристический город Манали с Манди и другими районами.
Событие произошло на фоне сильных дождей, которые вызвали оползни и камнепады в нескольких местах региона, включая районы Ханоги, Талоут и Ларджи. Камнепад заблокировал основной въезд в туннель, что привело к полной остановке движения в обе стороны. Точные данные о количестве застрявших транспортных средств или людей отсутствуют. На данный момент нет подтвержденных данных о жертвах или пострадавших непосредственно от камнепада. Национальное управление автомобильных дорог Индии и местные власти оперативно начали работы по расчистке завалов. 1 июля яркий метеор пронесся над Швецией. Яркая вспышка, видимая даже в дневное время, наблюдалась в Стокгольме, Норрчопинге, Вестманланде, Свеаланде и на финских Аландских островах. Жители описывали его как огненный шар, быстро перемещавшийся с юго-запада на северо-восток. На Аландских островах, расположенных в Балтийском море, метеор сопровождался громким взрывом, который, по словам очевидцев, потряс дома и был слышен по всему архипелагу. По словам астрономов, метеор сгорел в атмосфере на высоте около 30 километров. Взрыв произошел из-за сгорания и разрушения метеора, а его низкий угол входа в атмосферу сделал его особенно ярким заметным. Курортный район Чишме на побережье Эгейского моря охвачен сильным лесным пожаром, который стремительно распространяется из-за ветров скоростью до 40-50 км в час. Огонь подступил к жилым домам, заставив власти эвакуировать жителей 3 поселков. Точное число эвакуированных жителей пока не называется, хотя ранее в провинции Измир было эвакуировано более 50 тысяч человек из 41 населенного пункта, включая районы Куйджак, Даганбей и Сефери-Хисар. Спасательные службы в Чишме успешно эвакуировали 8 рабочих и 2 собак, оказавшихся в ловушке на местной электростанции. Спасательные бригады, включая более 1000 пожарных, вертолеты и самолеты для тушения пожаров, работают на пределе возможностей. В районе Чишме огонь угрожает туристической инфраструктуре. Власти призывают жителей сохранять бдительность и следовать инструкциям властей. Прогнозы погоды, тем не менее, остаются неутешительными. Метеорологи предсказывают сохранение сильных ветров в течение ближайших 24 часов, что значительно осложняет борьбу с огнем. Мощная буря с сильными дождями вызвала серьезное наводнение в районе Феллс-Пойнт в Балтиморе в штате Мэриленд. В результате сильных дождей и порывистого ветра улицы в районе Феллс-Пойнт превратились в реки. Пересечение улиц Кэролайн и Алисанна наводнение затронуло сильнее всего, вода поднялась выше тротуаров и бордюров, затапливая автомобили. В разгар наводнения на улице Кэролайн загорелся автомобиль. Водитель, чье транспортное средство застряло в воде, попытался повторно завести двигатель, что привело к возгоранию. Пожарным пришлось пробираться через воду, доходившую до колен, чтобы потушить огонь. Второго июля сильные дожди спровоцировали мощный оползень в уезде Гулин в китайской провинции Сычуань. Затяжные дожди дестабилизировали почву в горной местности, что и стало причиной обрушения. Данные о жертвах или пострадавших отсутствуют. На момент 3 июля официальные источники не предоставили подробных отчетов о событии. Интенсивная тропическая буря вызвала сильное наводнение в районе Флоренсия, расположенном в муниципалитете Сан-Маркос в Сальвадоре, недалеко от столицы Сан-Сальвадора. Сильные дожди, начавшиеся вечером 1 июля, привели к значительному скоплению воды на главной улице района Флоренсия. Автомобили оказались частично под водой, движение было практически парализовано. Местные власти, включая Управление гражданской защиты Сальвадора, призвали жителей проявлять осторожность и избегать зон, подверженных затоплению. Сильные наводнения затронули вчера провинцию Батна в Алжире. Их причиной стали проливные дожди, накрывшие регион. Несколько улиц ушли под воду, затопив тротуары, дома и магазины. Наводнение сильно осложнило транспортное сообщение в отдельных районах.
Власти призывают население переждать непогоду дома, избегать затопленные районы и ни в коем случае не пытаться форсировать водные преграды. 2 июля в коммуне Руффано, расположенной в провинции Лечи, в итальянском регионе Апулия, прошел пыльный вихрь. Это редкое для региона погодное явление, также известное как «пыльный дьявол», сопровождалось сильными порывами ветра, поднявшими облака пыли и мусора. Пыльный вихрь, хотя и не столь разрушительный, как торнадо, вызвал временные неудобства, включая снижение видимости на дорогах и скопление пыли на улицах. О значительном ущербе и пострадавших не сообщается. Грузовой корабль «Прогресс МС-29», отстыковавшийся 1 июля от Международной космической станции, был затоплен вчера в Тихом океане. В Роскосмосе сообщили, что он был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции грузовика упали в несудоходном районе океана. Отмечается, что 6 июля на его место причалит новый корабль «Прогресс МС-31». Старт ожидается сегодня, 3 июля. Кот в Турции заставил продавца на рынке поверить в сверхъестественное. Продавец одного из турецких рынков пожаловался своему брату на необъяснимое поведение вещей, картонная коробка под столом чудесным образом переместилась сама собой. Как утверждал продавец, кроме него в помещении в тот момент никого не было. Тайна открылась только после просмотра видео с камеры наблюдения. — 29 июня Магелланов-пингвин, родом из южных регионов Южной Америки, был замечен на пляже Арпадор, одном из самых известных пляжей Рио. Пингвин, вероятно, отклонился от своего обычного миграционного маршрута, следуя за косяками рыбы. Он плавал среди людей, периодически высовывая голову из воды, что вызвало ажиотаж среди отдыхающих. Магеллановы пингвины обычно обитают в холодных водах у берегов Патагонии, Магелланова пролива и Фолклендских островов. В период с июня по октябрь они мигрируют в поисках пищи, иногда достигая бразильских берегов, включая штаты Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул. Однако появление пингвина в теплых водах Рио-де-Жанейро на расстоянии около 3200 километров от их привычной среды обитания считается редким.